Однажды меня спросили, оказавшись перед Яном Шелестом, что ты ему скажешь? Я скажу так. Всем здорово, меня зовут Компуктер, и я рад приветствовать вас всех, дорогие зрители, на интеллектуальном турнире среди экспертов в области компьютерного железа «Самый умный ПКшник», или сокращенно СУП. Это место, где абсолютно каждый человек может выиграть игровой компьютер, компьютерные комплектующие и премиальную игровую периферию только лишь своими знаниями и опытом, не рассчитывая лишь на удачу или рандом. Сегодня начинаются блогерские квалификации турнира, на которых будут выявлены 4 лучших блогера, которые через несколько месяцев сразятся лицом к лицу против 4 самых умных зрителей, то есть против вас. Я бы хотел представить вам первого игрока сезона. Это участник техноблогерских войн 2017-2018 годов, обладатель просто потрясающего кота, администратор CSGO сервера, коллекционер красивых фотографий с надписями, превращатель говна в боеприпасы, минималист, авантюрист, да и просто уж романтичный европейский парень с широкой душой Ян Шелест. Всем привет, друзья. Я думаю, мне стоит познакомить вас с правилами турнира. Они чуть проще, чем рецепт домашних голубцов. Итак, турнир делится на 3 части. Первое – блогерские квалы, которые начались сегодня. Второе – зрительские, то есть ваши квалы, которые начнутся сразу после блогерских. И третье – это стадия плей-офф, где вы встретитесь. На обеих квалификациях топ-4 игрока по количеству баллов проходят в стадию плей-офф. Теперь к вопросу о пупе и лупе, а точнее, как зарабатываются баллы. Внимание! 10 вопросов с 4 вариантами ответов. За правильный ответ дается 2 балла, так сказать, даблкил. За неправильный ответ 1 балл отнимается, чтобы была мотивация давать только правильные ответы. Но если человек вообще предпочел от ответа отказаться, типа без адвоката я хрен вам что скажу, то полбалла мы у него заберем, потому что вопросы без ответа как пюрешка без котлеты. Если человек ни разу за игру не отказался от ответа, то за храбрость и риск мы наградим его 1 бонусным баллом в конце игры. А если игрок будет молчун и откажется больше, чем от 3 ответов за игру, то мы накажем его санкциями в виде минус балла в конце игры. Давайте еще раз суммирую быстренько. Правильный ответ плюс 2 балла, неправильный ответ минус 1 балл и отказ от ответа минус полбалла. К последнему вопросу игры варианты ответов не прилагаются. Все станет понятнее, как только мы начнем рвать танцпол. А начать, я думаю, уже стоит. Ты готов, Ян? Да, шоу must go on, камон. Хорошо. Как говорится, каждый, кто пришел на суп в маске, получает плюс 50 к мане. Итак, первый вопрос 2-го сезона турнира «Самый умный ПКшник». Внимание! И компания Intel, и компания AMD предоставляют своим пользователям свои собственные кулеры при покупке боксовых версий многих своих процессоров. Меня вот просили пояснять, говорят, суп очень сложная передача, непонятная, поэтому теперь буду заниматься поясняловым. Значит, боксовый значит в коробке, а EM значит не в коробке, V значит Vendetta. Короче, у Intel спектр кулеров ограничен легендарным синим винтом, а вот AMD оформили целый ряд кулеров в серии Wraith. Они имеют различные размеры, различный внешний вид и, естественно, различное рассеивание тепла. Внимание, вопрос. При покупке какого из следующих боксовых процессоров Ryzen покупатель получит кулер AMD Wraith Prism? Вариант первый AMD Ryzen 7 2700, вариант второй AMD Ryzen 2700X, вариант третий AMD Ryzen 2600 или вариант четвертый AMD Ryzen 2600X. AMD Wraith Prism. AMD Wraith Prism. Я знаю, что в новой 3 серии AMD Wraith Prism Max, по-моему, это только лишь в 9. То есть, соответственно, что Prism в 7, и это, наверное, скорее всего, там, где более-менее все горячо. То есть 2700X, скорее всего. Итак, ответ Яна Шелеста, что AMD Wraith Prism предоставляется в коробке с процессором 2700X. Да, боксовый. AMD Wraith Prism самый сильный из боксовых кулеров AMD. Это гирляндовая версия кулера Wraith Max. У него 100-мм вентилятор, и он единственный здесь, кто имеет медные трубки.
На данный момент он используется только в топовых камнях Zen 2, то есть 3900X, 3800X и 3700X, и, естественно, в 2700X с предыдущего поколения, который как раз-таки выступал вторым вариантом в этом вопросе. Ян, молодец, все правильно. Спасибо, компьютер. Ян, вот ты, кстати, входишь в топ-3 крупнейших каналов в СНГ, посвященных компьютеру. Ты знаешь, сколько в принципе на данный момент каналов про ПК с количеством подписчиков больше 5000? Я подозреваю, что около 300. Ничего себе. На самом деле их 115, но и почему 300? 5000 это не так мало, по-моему. Ну, черт его знает. Просто я бы хотел, чтобы хотя бы хоть десяток из них вот добрались до сотки. Потому что, честно, уже надоели просто одни и те же каналы. Хочется что-то новенького. Вот это вот, наверное, скорее всего, новое поколение, то есть фреш, который будет потом, после старичков. Ну, я себя не считаю, конечно, еще старичком, все еще как бы но впереди, но как-то вот не хватает каких-то вот новых, ярких имен, которые будут наконец-то как бы подвинуть все вот эти вот скучные каналы, жирные, продажные, вот. Поэтому я надеюсь на это. Давай сделаем маленький self-prediction, так сказать. Назови количество подписчиков на своем канале ровно через год. У тебя сейчас 672 тысячи. Если ты достигнешь этой цифры, то я подарю тебе целых 2 сигны. Я хочу хотя бы 680 тысяч. 672. Мне 8 не хватает, ты понимаешь? Это такая проблема, я никак не могу 8 бы набрать. Я выбрал тактику уверенного получения сигна. Хорошо, я понял. Я все понял. 680 тысяч. Любимых подписчиков миллион. Итак, внимание, второй вопрос. В первом сезоне турнира был вопрос про разницу между версиями видеокарт GeForce Reference Edition и Founders Edition, где мы узнали, что технически это одно и то же. Просто термин Founders Edition начал применяться к рефам, начиная с линейки GeForce 10, то есть Паскалей. Для тех, кто не знает, референсная версия видеокарты — это та, в которой дизайн оформлен самой компанией-производителем графического чипа, то есть это стандартный дизайн от NVIDIA и от AMD. Внимание, вопрос. В какой из перечисленных видеокарт GeForce GTX с референсным дизайном в системе охлаждения используется не радиальный или по-другому центробежный, ну или как его еще называют, турбинный вентилятор, а обычный осевой? Да, я понял. Вариант 1 2080 Ti, вариант 2 980 Ti, вариант 3 780 Ti или вариант 4 690. То есть я так понимаю вопрос о том, где нету в этих видеокартах нету турбины. Турбинного вентилятора, да. То есть это вот как в RX 5700. То есть, ну, естественно, в 2080 Ti Founder Edition двухлопастной. Ой, это интересный вопрос, потому что 2080 Ti уже не было турбины. Потом была еще какая там карта вторая? 980 Ti. 980 Ti. Здесь вот два варианта. Либо 900, либо 780. Ну, судя по всему, наверное, скорее всего, 780. Пусть это будет так, но я очень в этом сомневаюсь. Я могу ошибаться. Угу. То есть вариант 3 от Яна Шелеста, что в видеокарте 780 Ti GeForce GTX стоит не турбинный, не центробежный вентилятор, а обычный осевой. Итак, поясняю за матчасть, значит, смотрите. Кулер, или по-русски охлаждатель, это сочетание радиатора и вентилятора. У большинства рефов до 20-й линейки GeForce система охлаждения турбинная. В 20-й линейке вентилятор осевой, да, но в вопросе нужно было обозначить именно GTX, поэтому Ян его и не назвал. То есть нужна GTX, а не RTX. Многие турбину не любят. Говорят, что она плохая, такая, сякая и прочее, но не знают ее предназначения. Дело в том, что в турбинной видеокарте горячий воздух выходит из задней грани. Да, не попадая в корпус. В то время как обычный осевой вентилятор в системах охлаждения видеокарт весь горячий воздух выдувает на все, что по бокам от нее. И при недостаточном продувании корпуса успешно нагревает остальные комплектующие. Well done, как говорится. GeForce GTX 690 это двухчиповый монстр и в референсной версии с осевым вентилятором. Да, он же там, да, двухголовый. Серия, да, все правильно. Да. Значит, это он, да, это он. Да, это он. То есть правильный ответ вариант 4. Но в чем прикол-то? Он с потоком воздуха и в корпус, и в заднюю грань. Отличное конструкторское решение, как говорится. А мы переходим к отличному конструкторскому третьему вопросу игры. Ничего страшного, Ян. Ничего, абсолютно.
Итак, третий вопрос. Вопрос про блоки питания. Для начала пояснение для зрителей. Если вы смотрите этот матч супа с компьютера, значит в нем у вас есть черная металлическая параллелепипедная буханка, которая называется блок питания. К нему вы подсоединяете такой большой черный шнур, и когда он включается, он такой вжух-жух-жух-жух, короче, делает. Ни для кого не секрет, что многие блоки питания, выпускаемые различными компаниями, могут иметь платформу или по-другому внутреннюю, так сказать, начинку под производством другой компании, специализирующейся как раз-таки на поставке OEM-платформ. Говоря проще, вы купили сникерс, а внутри у него баунти райское наслаждение. Окей? FSP, да? В Thermaltake, да. Да. Внимание, вопрос. Какая из перечисленных компаний для выпуска блоков питания под своим брендом использовала не только собственные платформы? Вариант 1 Enermax, вариант 2 Superflower, вариант 3 FSP и вариант 4 Seasonic. Тут вот и интересный вопрос. У меня есть первый вариант, либо первый, либо четвертый, вот. Но, скорее всего, Enermax FSP точно свой. Второй у нас был Superflower, тут тоже очень под вопросом. Короче, у меня либо первый, либо второй. Но пускай это будет первый. Первый это Enermax. Угу, хорошо. Ответ принят. Итак, ответ Яна, что это Enermax. Это совершенно правильный ответ. Ян молодец. Enermax хорошая компания. И у нее в наличии есть совместные проекты с компанией... Да, не реклама, не на правах рекламы. У них есть совместные проекты с компанией CWT, Fortec и другими. Да и вообще, на самом деле, наличие OEM-ных платформ при сотрудничестве с другими разработчиками далеко не всегда показатель, что это плохо или хорошо. Главное, чтобы в итоге блок питания был хорошим и качественным и служил вам много счастливых лет. Чтобы все дружили и все у вас было хорошо. Короче. Школа началась недавно. Ты давно школу закончил? Да, закончил ее как уже 10 лет назад. Вот. И очень бы хотелось еще вернуться. Это лучшее время было, что. Сколько тебе лет получается сейчас? Ну, я постарше, да, большинства блогеров, наверное. Давай мы сейчас с тобой попробуем сделать домашку по матеше. Давай. У нас, значит, тут задачка арифметическая. Про ядра. Ставь класс, если закончил 3 класс, как говорится. Внимание! Найди сумму количества ядер всех процессоров Intel Core i5 поколения Coffee Lake Refresh, не имеющих какого-либо индекса. А затем вычти сумму количества ядер всех процессоров Intel Core i5 поколения просто Coffee Lake, также не имеющих какого-либо индекса. Проще говоря, сумма ядер i5 Coffee Lake Refresh минус сумма ядер i5 просто Coffee Lake, среди тех, у которых нет индекса. Варианты ответов. Первое 6, второе 0, третье минус 6 и четвертое минус 12. Господи, i5 9400. Там 6 ядер. i5 9400. А потом 9500. Там 6 ядер. Так, 6 плюс 6 12. Потом 9600. Это еще 6. Это уже 18. 18. А в том было, получается, 3. Подожди секунду. 8600. 8600. Прикинь, я уже даже забыл. Ну да. Да, по-моему, да, 4-ядерный. А уже в 9600 уже было 6 ядер. И 7. Хотя я уже путал. Ладно, все. В общем, хорошо. Мой ответ минус 6. То есть стало на 6 ядер больше в рефреше. Понял. Хорошо. Твой вариант принят. i5 без индексов для обновленного Coffee Lake это 9400, 9500 и 9600. По 6 ядер на каждый камень. Как и для обычного Coffee Lake, это 8400, 8500 и 8600 по 6 ядер на каждый камень. Блядь, там же по 6 ядер, прикинь. А, это в 7500, то есть, подожди, что в 7400, в 7500, в 7, да, там было по 4, а в новом же было, да, по 6, то есть получается 0. Разность сумм равна нулю, да. Да, я перепутал их. Пояснение простым языком, значит, смотрите, у процов есть ядра, окей? Вот у Васи было 5 яблок, и у Маши было 5 яблок. И я все яблоки съел. 11 яблоко осталось только у Вали, на него уже вышел обзор. Ну а как иначе? Следующий вопрос, номер 5. Ничего страшного, во-первых, Ян, все хорошо. Нормально. Нормально, даже половина игры еще не прошла, все хорошо. Внимание, вопрос про переднюю панель. Любимый вопрос, как говорится. Для всех сборщиков ПК, вот без прикола. Передняя панель, она как реклама шампуня. Любовь до самых кончиков вонючих проводков. Точеные пики, да? Да, может все-таки бумажку возьмешь, Ян. Если представить основной блок контактов передней панели корпуса на материнской плате как прямоугольник из 10 пинов, ты, то есть можешь просто нарисовать
прямоугольник, и в нем Да, я рисую, да. 10 этих, да. Где неюзанные и отсутствующие пины находятся на местах 9 и 10 соответственно. Неюзанные. Но вообще они находятся... Давай, может, просто без вариантов ответа сразу я скажу, что, по-моему, это верхний правый угол. Там обычно тишина. Либо нижний... Блин. А какие там есть варианты еще раз? А вопрос даже еще не был озвучен. Да. Смотри, тебе нужно нарисовать прямоугольник, и я тебе просто поясняю формат этого прямоугольника, что там тот пин, на котором нету ничего, он под номером 9, а тот пин, который ключ, который пустой, он номер 10. Угу. И ты сможешь пронумеровать себе эти квадратики. Так, ну сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Есть, пронумеровал. Вот, теперь вопрос, значит. На каких местах находятся пины включения компьютера? То есть Power Switch. Вариант 1, 1.3. Вариант 2, 2.4. Вариант 3, 5.7. Или вариант 4, 6.8. Power Switch, я насколько... Блин, это сейчас надо погрузиться в прошлое. Reset это, по-моему, 5.7, а 6.8 это Power SV. То есть, возможно, 6.8. Ну, как бы так. Да. Твой ответ принят. Угу. Вариант Яна, что в этом прямоугольнике на цифрах 6 и 8 находятся как раз таки пины Power Switch. И он абсолютно прав. Молодец. Собирал, как бы. Собирал. Сборщик, да, сборщик. Горе-сборщик. Опыт решает, видишь? Отлично. У нас экватор. Значит, половина игры позади. Экватор – воображаемая линия, которая делит земной шар на южное и северное полушарие. Знаком ли ты с западным техноблогингом? Да, я с Украины, вот. Я как бы, да. Я вот спрашиваю, потому что у меня много друзей среди англоязычных техноблогеров. Вообще, ребята из той среды, вот один из них сказал, что готов прийти сюда на суп, и что он возьмет просто и порвет нас всех на изи. Просто придет и раскатает. This is Frankie McDowell, my own TV station live in Sydney, Nova Scotia. Great Pepper! Что-то мне реально подсказывает, что на супе во втором сезоне будет англоязычная игра с русскими субтитрами, и даже не одна, я в этом почти уверен, хоть и не обещаю. Вот как ты думаешь, Ян, каковы шансы того, что американцы действительно придут и просто свои угрозы дурацкие, блин-блинские возьмут и реализуют? Могут ли они нас порвать, или мы поумнее их будем? Очень высокие шансы, только если они не будут как бы там читерить, не знаю, там какие-то подсказки там вот сбоку. Но я думаю, они очень неплохо разбираются. Вот я что-то как-то вот... Хотя наши тоже очень довольно сильные ребята. Но это было бы даже интересно, там, знаешь, против Америки, там, US, все такое, типа там холодная на самом война. деле, я думаю, что это понты корявые. Ждем, короче, ребят. Пускай приходят. Хорошо. Будем стараться организовывать англоязычные игры. Мы переходим к 6-му вопросу, к второй части игры. Итак, внимание. Как говорится, хорошая сборка ПК начинается с правильных соответствий. Этот вопрос был на легендарной тройной игре в первом сезоне, где мы узнали, что процессорный кулер для сокета 1151 полностью совместим с предыдущими сокетами 1150, 1156, 1155 без скотча, переходников и клея ПВА. Внимание, вопрос. С каким из следующих сокетов монтажная область крепления кулера для AM4 будет совместима? Опять AMD, да. Угу. Опять AMD, да. Не обижайся. Так, вариант 1 AM3+, вариант 2 AM3+, и AM3, вариант 3 AM3+, AM3 и FM2+, или вариант 4 ни один из них не будет совместим. Вот тут уже не вспомню, потому что обычно ставил сразу же на Ryzen. Но на коробках пишет, что кулер совместимый с AM4, с AM3, AM3+. Скорее всего, там, наверное, с каким-то, может быть, переходником, потому что те кулера, что были до выхода Ryzen, они писали, что нужен переходник, чтобы его к AM4 подключить. То есть, соответственно, мне кажется, вообще они как бы не подходят, что ли, получается, ни один из вариантов, как бы вот так вот. Угу, я понял, хорошо. Вариант 4 от Яна. Я скажу так. Сами кулеры приделать можно.
но конструкция крепления пластин, вот этих, Упирается, да. на AM4 к самой материнской плате отличается от предыдущих сокетов. Они, то есть AM3+, AM3 и FM2+, они-то совместимы друг с другом, но не с AM4. Поэтому твой ответ правильный. Ни один из них не будет совместим без использования каких-либо переходников и прочего. Это печально. Это печально, да. А вот, кстати, Ян, я тебе сказать вот кое-что хочу. Вот у меня к тебе предъява есть. О, У меня на канале есть рубрика под названием «ПК на откачку», где я беру хорошие компьютеры своих подписчиков и делаю из них дерьмо. офигенная рубрика, мне очень даже понравилась. Я прямо даже лайк ставлю, там было классно. Мне кажется, ты украл мне эту рубрику. Я и не просто воровал твою поменял рубрику. Я суть могу, не рубрики знаю, местами. И я, конечно, понимаю, что моя рубрика вышла на год позже, чем твоя, Но твоя круче. Но твоя круче, это надо признать. Но мне все равно кажется, ты врешь, и вот за то, что ты врешь, сейчас будет вопрос про видеокарты от AMD. Сколько видеокарт AMD Radeon 500 серии имеет только одну версию по количеству памяти? Вариант 1 – 0, вариант 2 – 1, вариант 3 – 2 или вариант 4 – 3 видеокарты. Так, секундочку. RX 550, если я не ошибаюсь, там было 4. Потом 560 тоже 4. 570 было 4-8. 580 8. Просто с одним вариантом памяти, да? Да, с одним вариантом по количеству памяти. 500. Ну пусть, блин, это сложно. Я их так особо пропустил. Ну пусть будет 3 карты. С одним типом. Не, подожди, 550 4, 560 4, 50, 80, 590, ну то тоже там было с одной. 0, 1, 2, 3. Ну пусть будет 3, я думаю. Ну потому что здесь точно 580. Хорошо, я понял. Сейчас, не секунды. 0, 1, 2, 3, да? 0 карт, 1 карта, 2 такие карты или 3 такие карты. С одной версией по количеству памяти. Пусть будет 3, ладно. Хорошо. Так, вариант Яна, что их 3. И, к сожалению, это неправильный ответ. Карты 550 и 560 имеют версии по 2,4 гигабайта, а 570 и 580 имеют версии по 4 и по 8 гигов. Карта в действительности только одна, и это RX 590 на 8 гигабайт GDDR5 памяти, которая вышла как раз-таки последней в этой серии, довольно-таки недавно. Хорошо, мы переходим к 8-му вопросу, их осталось всего 3. Итак, внимание. К какой микроархитектуре относится графический чип NVIDIA GeForce под названием GF104? Вариант 1 Pascal, вариант 2 Kepler, вариант 3 Maxwell или вариант 4 Fermi? Это очень даже интересно. Буквально вот недавно листал вот эти все, конечно, маркировки чипов. Собственно, GeForce аббревиатура G, то есть если в конце стоит F, то, видимо, наверное, F, да, то есть на Fermi. То есть получается 104. Потому что... Это твой ответ? Да, мой ответ Fermi. Я понял. Хорошо. Пусть будет так. Итак, ответ Яна в том, что графический чип NVIDIA GeForce под названием GF104 соответствует микроархитектуре Fermi. И это совершенно правильный ответ. Ян молодец. На самом деле, это очень просто. На архитектуре Turing кодовые имена графических чипов начинались с буквы G, GeForce. а за ней в большинстве случаев стояла буква, с которой начинается название архитектуры этого чипа. Например, GF104 относится к архитектуре Fermi и соответствует видеокарте GTX 460. А графический чип, допустим, 1060 это уже GP106, где P это Паскаль. Не во всех, но в большинстве случаев именно так и происходит. Такие дела. Молодец, Ян. Итак, у нас впереди осталось 2 вопроса. К нам присоединился котик Алмазик. Да, сидит у меня. И пусть он поможет Яну в его ответах. А вопрос у нас следующий очень интересный. Он про жесткие диски. Внимание. Для какого из следующих типов RAID массивов невозможно использовать только 2 жестких диска? Вариант 1 RAID 0, вариант 2 RAID 1, вариант 3 RAID 10 или вариант 4 это возможно для всех вышеперечисленных? Невозможно использовать 2, да, то есть? Да, для какого из следующих типов RAID массивов невозможно использовать только лишь 2 жестких диска? RAID 0, RAID 1, RAID 10 или это возможно, то есть использовать 2 жестких диска для всех вышеперечисленных типов? Я думаю, для RAID 10 нельзя использовать 2 диска, скорее всего. Так. Потому что 1.0 я подключал, а вот 10, честно, руки нет
не дотянулись. Возможно, возможно нельзя. Потому что, может быть, там как-то связано с 10 дисками, не знаю. В общем, для RAID 10 нельзя использовать 2 диска. Ты уверен? Потому что, ну, видишь, в RAID 0 тоже ведь 0 не означает количество дисков, как и в RAID 1. 1, 2, сейчас надо подумать. 0 точно можно, 1 точно можно, а вот 10, а чем отличается 0 от 1 и 10, вот с десяткой, как это связано с десяткой? Я думаю, что в принципе для RAID 10 нельзя использовать. Хорошо, то есть 2. ты остаешься при своем мнении. Да, видимо, да. Хорошо, я понял. Рубрика «Поясняю за матчасть», значит. Лодка плывет по реке. В ней сидит накачанный мексиканский пловец-гребец и гребет. К нему подсаживается еще один такой же веслокрут, и они начинают плыть вместе в 2 раза быстрее. Это называется RAID 0. 2 жестких диска работают в 2 раза быстрее, распределяя данные друг между другом. Другая ситуация, значит. Плывет гребец, молодец, к нему подсаживается другой и говорит: ты греби, а если руку сломаешь, я буду грести. Это называется RAID 1. 2 жестких диска работают вместе, но один из них выполняет роль подстрахуя, копируя или по-другому отзеркаливая данные с первого. А теперь, значит, ситуация самая, так сказать, жесткая. 4 накачанных горячих мексиканца сидят, значит, в одной лодке в жаркий летний день. 2 гребут, а другие 2 сидят и ждут, пока с первыми 2 что-то случится. Это называется RAID 10. Объединение надежности RAID 1 и скорости RAID 0, поэтому он так и называется RAID 1.0. Но для реализации такой пати нужна тусовка минимум из 4 гребцов. Надеюсь, меня за всех этих мексиканцев не забанят. Ян дал правильный ответ. Плюс 2 балла. У нас остался последний вопрос в этой игре. У тебя пока что 6 правильных ответов, и ты ни разу от ответа не отказался. Но прежде чем мы перейдем к последнему вопросу, у нас обмен подарками. С меня тебе шикарный подгон на память от моих друзей, партнеров турнира. А с тебя, Ян, тоже что-нибудь приятное на память замечательным нашим подписчикам, чтобы эта игра запомнилась. Этот сувенир обязательно должен быть с твоим автографом, и мы его прямо сейчас разыграем. Что ты хочешь подарить, Ян? Да, я подарю наушники. Вот, JBL белые, и как раз на них можно будет расписаться, они беспроводные, по-моему, они... Ну, это вот все, что сейчас вот, ну, есть еще вот такие вот тоже креативы, стоят 15 тысяч рублей, могу их подарить, как бы. Это, ну, вот и не iPhone, этот телефон, к сожалению, это мой личный, да. Все остальное. Но у меня есть еще один геймпад от PlayStation, тоже могу на нем расписаться. Вообще телефон было бы вот круто, конечно, но геймпад с автографом — это тоже роскошный подарок. Хорошо, я подарю просто контроллер на PlayStation и распишусь на нем. Очень круто. Нормально? Спасибо большое, Ян, от души. Отлично. Смотрите, Ян, значит, подарит самому креативному подписчику контроллер со своим автографом для PS4. Тогда, значит, задание такое сделаем. Вот, Ян, ты помнишь свой первый ролик на канале? Да, это был ролик про PlayStation 4 как раз. Вот такой вот. Вот как раз таки, да. Вот. Я вот тоже помню свой первый ролик на канале. Короче, ребята, смотрите, пишите в комментах, какой бы вы выпустили первый ролик на канале, если прямо сегодня открыли свой технический канал. Самый оригинальный, интересный ответ получит от Яна контроллер с автографом. Спасибо большое, Ян. От души в душу, да. Значит, мы подходим к последнему вопросу матча, у которого не будет вариантов ответов. Ты готов? Да. Хорошо. Внимание, вопрос. Во сколько раз отношение сторон материнской платы самого маленького форм-фактора с приставкой микро больше отношения сторон самого маленького форм-фактора материнской платы с приставкой мини? Во сколько раз? То есть я должен как бы ответить как бы на сколько раз она меньше. Во сколько раз отношение сторон самого маленького форм-фактора с приставкой микро больше отношения сторон самого маленького форм-фактора с приставкой мини? Они, то есть, что та квадратная, как бы. Что та квадратная. Ну, это не факт на самом-то деле, но давайте разбираться. Для начала простым языком для наших любимых зрителей.
Форм-фактор материнской платы — это ее физический размер, то есть длина и ширина этого прямоугольничка. На сегодняшний день самыми популярными форм-факторами являются стандарт ATX, микро ATX и мини ITX. Несмотря на то, что мамки ATX занимают главенствующую роль на рынке, когда-то давно компания Intel столкнулась с серьезной проблемой нагрева комплектующих и сконструировала новый форм-фактор под названием BTX. Ну, типа ATX, потом BTX, потом CTX и все такое. И вот этот BTX должен был ATX с собой заменить, но этого не случилось. Тем не менее, одной из разновидностей этого форм-фактора была микро BTX. А вот среди матерей с приставкой мини существовали платы с названием Mini LPX с конструкцией Western Digital, но это было очень давно на самом деле, и Mini DTX конструкции AMD. Но вопрос был именно про самые маленькие платы с этими префиксами, а ими являются именно Mini ITX и Micro ATX, и они обе квадратные. Они обе квадрат. ГГВП. Ян Шелест отвечает правильно на 7 вопросов из 10 и получает за это 14 баллов. На 3 вопроса он ответил неправильно, за что у него отнимается 3 балла, и 1 балл ему дается как ачивка за то, что он ни разу не отказался от ответа. Итоговый результат 12 баллов. Ян, ты молодец. Спасибо. Хорошо сыграл, хорошо боролся. Спасибо огромное, что пришел. Тебя тут ждали очень давно. Расскажи о своих впечатлениях, пожалуйста. Я искренне рад, что наконец-то добрался до отличного шоу. Вот спасибо компьютеру, то есть имя можно, да, произносить? Да, конечно. Олегу, вот, может, ты скрываешь свое имя, но нет, ладно. Не хотелось бы, чтобы люди как-то вот негативно мое первое такое вот, скажем, публичное, да, участие в шоу как-то занегативили, потому что, ну, я не часто вообще появляюсь, вот это может быть даже впервые, поэтому надеюсь, что люди адекватно оценят и победит пускай сильнейший. Еще раз спасибо и участвуйте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, колокольчик, реклама. Да, но... Реклама, да, рекламная интеграция, как говорится. Обязательно, без этого никак. Ну и... 6 тысяч рублей. Да, я потом тебе киви кошелек потом скажу. Хорошо, спасибо. Еще раз всем спасибо, что смотрели это видео. Я вроде бы все уже сказал, больше ничего добавить. Хорошо, спасибо еще раз большое за то, что пришел. Всем зрителям хочу сказать спасибо за просмотр. Пишите свои собственные интересные вопросы на почту, которая есть в описании. Лучшие авторы вопросов сезона получат хорошую периферию от партнеров турнир. Не забывайте, что вы сами также можете участвовать в турнире. Обязательно участвуйте, и, возможно, кто-то из вас встретится с Яном в стадии плей-офф. Не забывайте про челлендж, чтобы получить сувенир от Яна с автографом, контроллер для PS4. Пишите комменты, как говорит Ян, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, да, на этот канал. Будьте счастливы и здоровы. А с вами был Ян Шелест и я, Олег Компуктер. Всех обнимаем, очень скоро услышимся. Пока. Пока.